Ребята, всем привет! Настало время достать из закромов вот этого монстра. Это какой-то ВСУ, какой-то газотурбинный, либо турбореактивный двигатель. В общем, не знаю я, что это такое, и хочется попросить помощи именно у вас в его опознании. Двигатель очень интересный и по размеру крыльчаток, и по габаритам, и по массе. Но чтобы иметь понимание, как его запускать, как его перебрать, потому что двигатель этот приобретался через одного из наших хороших подписчиков, ребят. Вот, брал его за 25 рублей и сказали мне, что его разбирали немножко. Вот, чтобы иметь представление, как его перебрать, как собрать, как запустить, мне нужно знать, как он называется, и нужно найти документацию. Поэтому сейчас сделаю небольшой обзорчик, чтобы вам было удобно его опознать. И надеюсь, уже в следующем из ближайших видео найду информацию, и мы начнем вплотную в нем ковыряться. Итак, погнали. Для начала нужно, естественно, распаковать. Снимем алюминиевую защиту. Он у меня уже больше полугода. Я даже как-то делал намеки, выкладывал фотки в Инстаграм. Но эти намеки ни на кого не произвели большого впечатления. Поэтому я понял, что ребятам неизвестен сей агрегат. И решил выйти на более массовую аудиторию, на аудиторию моего канала. Потому что в Инстаграме, кстати, ссылочки оставлю в описании, у меня довольно-таки маленькая аудитория. Ну а здесь гигантская просто, ребят. Больше всего мне нравится вид именно на эту часть двигателя. Уж очень здесь эпичный воздухозаборник. И обратите внимание, ребят, какая большая крыльчатка. Как все плавно здесь крутится. То есть здесь я уж очень надеюсь, что подшипнички не заржавлены ни на каплю. И можно будет доверять этому двигателю. А еще очень греет душу то, что двигатель оснащен навесным оборудованием. Так по-быстрому удалось идентифицировать модуль поджига. От него отходит провод на свечу. Вот эта штука – это запальное устройство. Потому что в него вкручивается свеча и идет подвод топлива. Данный узел похож на насос, либо на мембрану. Пока еще сложно сказать. Коробка является собой, по всей вероятности, распределительный модуль. Здесь куча закрученных заглушек. С одной и с другой стороны они законтрены. А под ними, скорее всего, регулировочные винты, чтобы отлаживать систему запуска и нормальной работы двигателя. Снизу тоже много интересных узлов, но нужно доразбирать упаковку. Ох и качественно запаковано. Радует габарит. Он одновременно и большой, довольно-таки, что подразумевает огромную мощность. В то же время я его могу кантовать. Например, GTD 350 мне совсем не нравилось кантовать, он очень тяжелый. Здесь есть нечто примотанное. Что же это такое, интересно? О, тяжеленный. А как же мне его водрузить на стол? По прикидкам где-то килограмм 70 весит. Прекрасный турбореактивный двигатель, просто восхитительный. Какой же он красивый, ребят. Просто великолепный. Я считаю, мне очень повезло с ним. Похоже, что в хорошем состоянии. Вот. Главное не упороть при запусках. Не подниму я его. Так, это говорит о чем? Это говорит о том, что он поднят уже.
так. Итак, пока он стоит нижней стороной, можем рассмотреть агрегаты. Это, собственно, электростартер для запуска этого турбореактивного двигателя. Он скомбинирован, как я понимаю, сразу с шестеренчатым насосом. Это основной насос топливоподачи. В соответствии с логикой, по вот этой желтой трубочке топливо поступает в распределительный узел. Далее, уже обработанное под нужным давлением, оно выходит через другую желтую трубочку и поступает на запорный клапан. Ну а далее от клапана идет труба, опять же желтенькая, которая попадает на форсунки. Форсунки очень легко идентифицируются. Вот их здесь несколько штук. Правда, я не пойму, почему с другой стороны насоса есть трубочка, которая сразу подает топливо на одну из форсунок. С этим еще предстоит разобраться. Назначение вот этого агрегата мне пока что неведомо, поэтому не берусь сказать, что это такое. Возможно, связано с масляной системой. Вижу здесь большие трубки, трубка коричневого цвета, баки масляной системы обычно тоже коричневого цвета. Вероятнее всего, это как раз таки какой-нибудь насос для масляной подачи. Ну а теперь можем сравнить габариты с турбостартером. Обратите внимание, насколько он меньше. Если не учитывать электромотор, то турбостартер заканчивается здесь. То есть он вот такой. Если не учитывать диффузор этого двигателя, то он заканчивается вот здесь. То есть он вот такой. Ну и весит он раза в 2 больше, как минимум. Потому что этот я вообще спокойно поднимаю. Здесь где-то 30 килограмм веса, здесь где-то 70. Это дофига, конечно, чтобы одному кантовать. Но теоретически возможно. С турбостартера реактивной тягой мне удалось снять 45 килограмм. Но это был не предел, потому что температура была не особо большая. Можно было до 50-55 довести. У меня просто не было тогда еще тех насосов, которые могли бы его раскачать. Нужен был насос на 20 атмосфер. Поэтому я так радуюсь, когда все насосы, все на месте. И не нужно ничего выдумывать. Хотя, кстати, на турбостартер тоже благодаря подписчику у нас теперь есть специализированный настоящий насос. И я вот его уже поднял наверх, хочу точить для него диффузор, делать реактивную тягу. Поменял подшипнички, теперь он очень легко вращается. И, ну, я думаю, это будет прям совсем живой аппарат. Ну а теперь давайте сравним турбины. Посмотрим на размера, чем они отличаются, и посмотрим на потенциал. Вот как это выглядит. Турбостартер на 50 килограмм тяги и неведомый мне турбореактивный двигатель в будущем на неизвестное количество тяги. Есть еще турбина, свободная от ГТД 350. Так вот, она по размерам примерно такая же, как и здесь. У ГТД 350 400 лошадей. Здесь, по всей видимости, ну минимум 200 должно быть. Все-таки здесь турбинка с большим количеством лопаток, она немножко больше. И там все это дело работает на 6 атмосферах. Здесь, скорее всего, не больше 3, потому что стоит центробежная крыльчатка, центробежный нагнетатель, а у них обычно больше 3-3,5. Степень повышения давления не бывает. Но это обычно, есть там более крупные движки, до 4,5 доходит, но все равно не до 6. Этот все-таки похож на ВСУ какую-то, на какой-то стартер. Вот, неизвестный мне двигатель. Что касается воздушной крыльчатки, то здесь у нас вход 130 мм, а вход на турбостартере 106 мм. И это, я вам скажу, очень большая разница. Возможно, как раз таки раза в 2. Ну, я вангую, что 100 килограмм легко можно тяги на нем получить. А там посмотрим. Вот, здесь видно, что гаечки раскручивались. Была попытка снять турбину. Не знаю, удалось ли это или нет. Ну, я, наверное, тоже это дело буду раскручивать и смотреть. Идти по следам, так сказать, разборщиков. Здесь тоже видно, что раскручивалось. Была попытка отделить вместе с сопловым аппаратом турбину. Турбинка немножечко люфтит. Ну, я не думаю, что это сверхкритично. Скорее всего, так и должно быть.
На GTD 350 тоже там все люфтило. И ничего страшного, все прекрасно работало. Может быть, подключим провода, попробуем дернуть его немножко. Крокодильчиками. Потихонечку. Посмотрим, работает ли электростартер. Есть лепешка однобаночная. Я думаю, для начала этого будет достаточно. О, так. Движение было. Ну что, как-то долго что-то там прокрутилось. Вот, в нужную сторону. Так, а ну-ка, как турбостартер реагирует. Я его недавно подключал, и мне показалось, что у него электромотор на 12 вольт. Потому что что-то уж очень он шустро вращался. А ну-ка. Что-то даже не контачит. О, пошел. Ну как-то слабенько очень. А на 12 вольтах это просто лютая зверская дичь. Мне кажется, этого вполне достаточно для запуска. И даже на 24 вольта не обязательно. К сожалению, большой мы сейчас не сможем так опробировать, потому что надо припаивать качественно контакты. На это уйдет много времени. А у меня уже скоро выключат свет. Но хотелось бы пораньше выпустить видосик. И так вы уже заждались всего этого дела, ребят, на канале. Ну, сорян, немножко задержал. Маленький пакетик тоже надо рассмотреть. Вдруг здесь сверхинтересные вещи. Ну, как я и предполагал, здесь всевозможные уголки, переходы. Ничего такого прям уж мега интересного здесь нет. Но зато очень нужное. Ну вот и все. Ребят, ну в принципе у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кто немножко соображает в турбореактивных двигателях и опознал этого монстра, напишите, пожалуйста, что это такое. И по возможности киньте ссылку на литературу, если она вообще существует. Чтобы посмотреть, разобраться и не упороть этот замечательный движок. Ну а у меня на этом все. Всем пока. До новых встреч.